Привет! Некоторые животные способны двигаться и даже атаковать после того, как им отрубят голову. Например, гремучая змея. Да, эта рептилия не только обладает очень сильным ядом, но и способна атаковать даже после того, как ее обезглавят. Одновременно пугает и восхищает. Злые глаза с вертикальными зрачками озираются вокруг и ищут врага, а пасть еще способна сомкнуться на плоти жертвы и впрыснуть последнюю, но такую страшную дозу сильнейшего яда. А ведь яд гремучей змеи обладает гемотоксичным действием. То есть он отравляет кровь и с одной стороны вызывает кровоизлияние, а с другой разрушает стенки сосудов. Эта удивительная возможность укусить после отсечения головы есть у гремучей змеи благодаря особенностям нервной и кровеносной систем. Благодаря этому даже после отделения от тела голова остается подвижной еще какое-то время и может вполне целеустремленно атаковать того, кто неосторожно возьмет ее в руки. Но насколько крутым хищником нужно быть, чтобы даже обезглавливание не могло сразу его остановить? Такой живучестью обладает не только гремучая змея, но и некоторые ее кузины. Так известен случай, когда повар готовил мясо индокитайской ошейниковой кобры. Ее яд воздействует на нервную систему, например, заставляя легкие просто отказывать. Разумеется, он обезглавил змею и достаточно долго не подходил к ее голове с острыми ядовитыми зубами. Кулинар уже принялся за готовку мяса, успел сделать часть блюда и только потом взял голову, чтобы выбросить ее. И змея даже тогда его укусила, через 20 минут после обезглавливания. Это еще не максимальное время, которое ползучая рептилия остается способной на атаку. Если ты страдаешь инсектофобией и боишься любых насекомых, сейчас приготовься к дозе адреналина. Потому что следующий вид живых существ, который просто отказывается прощаться с жизнью, это твои любимые гости на ночной кухне – тараканы. Да, эти существа, обитающие в таком близком соседстве с человеком, оказывается, обладают просто запредельной живучестью. Они даже не боятся радиации и способны выдерживать огромные дозы излучения. Так что даже ядерная война им не страшна. Более того, таракан может неделями жить без головы. Декапитация, то есть отсечение этой части тела, сама по себе не является угрозой для этих насекомых. Без головы таракан распрощается с жизнью лишь от голода. Как это возможно? Во-первых, из-за специфики кровеносной системы у тараканов нет высокого давления, поэтому ни о какой угрожающей потере крови нет и речи. Органы дыхания тоже находятся не на голове, да и мощности у нервной системы распределены иначе. Фактически, лишившись головы, единственной существенной потерей таракана является рот. Вот без него насекомое не сможет поглощать пищу. Правда, голод станет угрозой для таракана через много дней. Вообще, чем примитивнее устроено живое создание, тем проще ему регенерировать клетки. В этом плане чемпионы – черви. Практически по всей длине тела эти живые организмы устроены одинаково. У них ведь нет выраженной головы или конечностей, не так ли? Поэтому если разрезать червя на две части, он выживет. И даже больше того, появится два существа с каждой части. А если речь идет о плоских червях, чемпионах в плане восстановительных возможностей, то его вообще можно разрезать на несколько кусков, и из каждого восстановится свой червь. То есть каждая часть будет регенерировать отдельно и восполнит потери. Разумеется, это возможно только тогда, когда червя разрезают поперек. Если сделать это вдоль, повреждения будут слишком сильными даже для его чудовищной регенерации. Получается, что животные с более привычным строением организма, то есть с головой, туловищем и конечностями, не могут обладать такими способностями. Кажется, да, но есть парочка занятных исключений, которые обязательно тебя удивят. Ты вряд ли ждешь особенной живучести от обычной курицы, и совершенно зря. Любому, кто имел дело с этой птицей на ферме в селе, известно, когда рубишь голову курицы, нужно надежно держать ее тело. Конвульсии и подергивание лап и крыльев в этой ситуации норма. Ведь после декапитации пораженная ударом нервная система отправляет в конечности сильные импульсы, но обычно лишь на несколько секунд. Изредка эти импульсы складываются во вполне четкие команды, и курица без головы может какое-то время бегать по двору.
Выглядит это одновременно комично и очень пугающе. Разумеется, птицу в этот период уже нельзя назвать живой в полной мере, но остаточный эффект нервной системы может создать иллюзию зомби-птицы. Последние импульсы затихают, а потеря крови лишает конечностей сил, и курица падает. Однако история знает уникальный пример, когда тело курицы без головы функционировало довольно долго – 1,5 года. История довольно жуткая, и в то же время она имеет счастливый финал. Конечно, для людей, а не для курицы. В один прекрасный день 1945 года фермер Ллойд Олсен из штата Колорадо отправился в курятник за цыпленком себе на ужин. Он выбрал молодого петуха, нанес удар топором, но слегка промахнулся. Еремная вена уцелела, как и ствол головного мозга, хотя верхнюю часть головы с глазами и клювом Ллойд отрубил. Петух какое-то время лежал, но затем вдруг встал и попытался пройтись. Со стороны могло показаться, что цыпленок полностью лишился головы. Но это не так, нижняя часть головы осталась. Петух даже провел ночь на жерди, а утром, по заверениям фермера, пытался кукарекать. Аудиозаписей, конечно, нет, так что можно только представить пугающий булькающий звук, который издавало покалеченное горло. Кровь стынет в жилах. Возможно, тело петуха так и не поняло, что птица распрощалась с жизнью и поддерживала функционал. Все-таки ствол головного мозга уцелел, а его роль для курицы очень велика. Именно он отвечает за автоматические рефлекторные функции вроде дыхания, пищеварения и ходьбы. Кроме того, слишком большой кровопотери тоже удалось избежать. Фермер не растерялся. Он очистил пищевод и трахею от слизи специальным шприцем и засовывал в пищевод еду. Поскольку птицы не жуют, мелкие зерна кукурузы успешно переваривались. Более того, цыпленок даже набирал вес. А еще он ходил и сидел на жерди. Разумеется, эта ситуация не могла длиться еще дольше. Через 18 месяцев в 1947 году цыпленок без головы пропал. По одной версии отказал организм. По словам же Ллойда, он продал птицу. В любом случае, благодаря выступлениям с таким пугающим феноменом фермер зарабатывал $4500 в месяц. С учетом инфляции, сейчас это около 50 тысяч. Правда, этот случай остался уникальным. Ни одна попытка повторить его не увенчалась успехом. И да, не верь старым фото. Голова, которую держит Ллойд, принадлежит другой птице. Но тот случай был уникальным. В мире есть вид живых существ, все представители которого обладают невероятной регенерацией, как супергерои из комиксов. А еще эти создания могут похвастаться необычной внешностью, одновременно красивой и странной. Речь идет о саламандрах. Они не только могут вынести серьезные и страшные раны, но даже способны отрастить любую отсеченную часть тела, кроме, собственно, головы. Росомаха из Людей Икс мог бы позавидовать. Вообще, способностью к регенерации обладают все живые существа, в том числе и человек. Но чаще всего возможность клеток к восстановлению ограничена в плане эффективности. Ты слышал о том, что некоторые ящерицы могут отбросить хвост, если хищник вцепится именно в него? Так вот, новый отрастет, но будет короче. И во второй раз этот фокус провернуть не удастся. Ресурс восстановительных возможностей исчерпывается быстро. Но не у саламандры. Если эта земноводная теряет конечность, вскоре отрастет новая и работает не хуже, а лучше потерянной. Восстанавливается все – кости, кровеносные сосуды, нервные связи, мускулы и мягкие ткани. Секрет эффективности такой феноменальной регенерации все еще остается нераскрытым. Но ученые исследуют этот феномен и надеются научиться у саламандр способу улучшить регенерацию клеток тела человека. Другое земноводное с суперспособностями лягушка. Их регенерация далеко не так крута, как у саламандры, зато они могут прыгать без головы. Настоящее земноводное зомби. Видеть, как животное прыгает и скачет по зеленой траве, затем замирает и снова продолжает движение, если к нему прикоснуться, и все это после потери головы. Да, такая картина пугает по-настоящему. Как лягушке это удается? Ответ, как ни удивительно, довольно простой. Нет, пережить отсечение этой части тела земноводные не могут. Разгадка в другом, в рефлексах.
Из-за примитивного строения головного мозга периферическая нервная система лягушки обладает, скажем так, расширенным функционалом. После отсечения головы лягушку уже нельзя назвать живой, так что это конвульсии. Но благодаря сложности периферической нервной системы, такие конвульсии имеют сложную форму, пусть это всего лишь остаточное явление. Однако есть в мире существа, которые могут буквально отомстить обидчику после того, как жизнь покинет их тело. Одно из таких созданий – пчелы. Тебя когда-то атаковал рой этих насекомых. Укус одной пчелы не представляет угрозы, если нет аллергии. Но несколько десятков или даже сотен насекомых могут отпугнуть не только человека, но даже крупного хищника. Ведь пчелы могут жалить, даже если распрощаются с жизнью. И все ради того, чтобы сохранить улей. Вот это настоящие бойцы-защитники. Представь, пчела укусила, оставила в ране жало и впрыскивает яд. Ты прибил ее, но это не помогло, яд все равно продолжает поступать в организм. Секрет в том, что система подачи отравы через жало работает автономно. Пчела жалит, а подкачка яда в организм жертвы происходит уже автоматически, без контроля со стороны насекомого. Даже если верхнюю часть ее тела раздавить, яд все равно будет растекаться по телу жертвы. У этой способности есть побочный эффект. Жало вместе с такой сложной автономной системой подачи яда занимает большую часть брюшка пчелы. Когда насекомое атакует, жало остается в ранке. Это фактически уничтожает брюшко пчелы. Поэтому насекомое в любом случае может атаковать врага лишь раз в жизни. Атака является для ее организма слишком разрушительной. Даже если жертва ничего не сделает пчеле, пережить потерю жала она уже не сможет. Поэтому, в отличие от агрессивных ос, которые могут жалить много раз, пчела с ее одноразовым оружием атакует лишь в случае необходимости. И на эти жертвы насекомое идет лишь с одной целью – защитить родной улей, матку и ее потомство, своих сестер. Грустно и в то же время вызывает уважение. Но сейчас приготовься к чему-то по-настоящему пугающему, ведь следующее создание может буквально лишить жизни того, кто будет его поедать прямо по ходу этого процесса. Это осьминог, мститель животного мира. Они со стороны выглядят довольно пугающе, а уже представлять, как его щупальца перекрывают горло изнутри, душат и не дают вдохнуть человеку, и вовсе не хочется. Как так получается? Дело в том, что осьминог – блюдо традиционной кухни многих азиатских государств. Его моют, отрезают щупальца и подают их сырыми под соусом. Вполне съедобно и даже питательно. Но есть одна проблема. Даже отрезанные щупальца остаются живыми еще несколько часов. Дело в том, что у осьминога довольно развита центральная нервная система, но находится она не только в голове. Можно сказать, что часть мозга животного находится в его конечностях. Из-за этого даже после отсечения от тела они продолжают двигаться. Если жевать скользкую плоть недостаточно тщательно, она может продолжать двигаться даже в горле и перекрыть дыхательные пути человека. Такая вот коварная месть этого морского животного. А уже если попробовать съесть осьминога целиком, угроза для жизни возрастает на несколько порядков. И ведь есть отчаянные гурманы, которые практикуют такое. Какое животное из этого списка поразило тебя больше прочих? Ответь в комментариях. Расскажи также, о чем хочешь увидеть будущее видео. А также ставь лайк и подписывайся на наш канал.